Кишки, 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 кишки. Ну какая тут мирная жизнь. А была. Ведь когда кишки были внутри, а не снаружи, а ад был в аду, а не на Марсе, люди во вселенной Doom жили, а не выживали. И не молились на палача Рока, а.к.а. Думслеера. Цвел бизнес, продавалось искусство, елись чипсики и стриглись песики. Но давайте обо всем по порядку. Doom 2016-го, Doom Eternal, другие Doom, артбуки и концепт-арты изучил Савелий Замесин. Голос, который вы слышите, Андрея Хайвера. Смонтировал видео Владислав Рязанов. Вы на канале FunPay. Не только торговой площадки с кучей плюшек и гарантий, но и развлекательного блога про игры. Погнали адски раскалывать лор Doom. Земля, 22 век. Мы мало что знаем о политическом и социальном устройстве мира Doom до начала демонического вторжения, но по обрывкам информации из внутриигровых текстов можно сделать несколько выводов. Например, о том, что действие игры происходит в середине 22 века, то есть наше время и события Doom разделяет примерно 125 лет. По версии игры, человечество в будущем значительно скакануло в технологиях. Про них мы подробнее расскажем позже. Строй ведущих стран до атаки оставался капиталистическим, но между ними не было единства. Только с началом вторжения остатки человечества объединились в союз наций и основали нечто вроде объединенного планетарного правительства. Однако к этому моменту в результате вторжения сначала на Марс и его спутники, а затем и на Землю было уничтожено 60% населения. Некоторым, разумеется, повезло больше работяг. Во внутриигровом кодексе говорится, что многим высоким чиновникам и политикам удалось выжить благодаря тому, что они укрылись в специальных бункерах. Такие вот слуги народа. Основные силы Союза наций составило население США, НАТО и большей части континентальной Европы. И именно в Европе происходит действие 5-го уровня Doom Eternal «Кровавое супергнездо». В нем можно прогуляться по остаткам торгового комплекса Star Mall и посмотреть на вывески магазинов. Судя по всему, люди в 22 веке живут примерно теми же интересами, что и сегодня. Тут есть вывески курортов, магазинов, фастфуда, банков, медицинских клиник. Есть и реклама отдельных брендов, как потребительских, так и промышленных. Алкогольные и безалкогольные напитки, туалетная вода, системы фильтрации. Человечество до атаки демонов пило, выпивало, хорошо пахло и дышало почищенным воздухом. А после атаки жарилось при 66,6 градусах Цельсия. Только таинственная вывеска «Иван» не дает никакой подсказки о том, что под ней прячется. Один из городских плакатов предлагает ощутить виртуальные леса прошлого. Возможно, это намекает на то, что планета столкнулась с серьезными экологическими проблемами, и настоящих лесов на Земле уже или почти не осталось. А еще можем сделать вывод, что в 22 веке развлекательная индустрия не оставила попыток развить VR-сегмент. Если изучить интерьеры офисных помещений Земли в Doom Eternal, то можно увидеть, что компьютерные технологии не особо продвинулись за прошедшие с наших дней 1,5 столетия. На офисных столах стоят LCD-мониторы, а рядом с ними совершенно обычного вида системные блоки, клавиатуры и мыши. Интерьеры фойе отелей, залов, ресторанов и офисных пространств выглядят так, будто из всех направлений изобразительного искусства остался только абстрактный минимализм. Ни декорации офисов, ни висящие на стенах картины не представляют из себя ничего выразительного. Зато при всем ужасе и разрушении каким-то образом сохранилась зеленая стена. А на марсианской базе ОАК в Doom 2016 есть традиция ставить горшки с растениями в центр стола для переговоров. Но в этом исследовательском центре, похоже, особенная атмосфера. Например, на стенах туалетов в административном крыле вместо похабностей кто-то пишет математические формулы. Да и вообще, у администрации жизнь получше, чем на остальной базе. Тут и растения для красоты и уюта, и антистресс-игрушки, и доска почета. В целом, интерьеры куда приятнее и светлее. Да что там, даже монстров уже после вторжения здесь встречается меньше обычного.
Чуть дальше по игре, в одном из кабинетов самого зловещего блока базы ОАК, откуда Оливия Пирс стартовала вторжение демонов, можно увидеть рекламу услуг груминга для домашних животных. Интересно, кому они могут понадобиться на марсианской исследовательской базе в самом культистском ее отделе? Хотя, возможно, это просто кто-то из разработчиков добавил фотографии своих питомцев в качестве пасхалки. Если это так, то в Doom Eternal эта традиция продолжилась. Там в самом начале игры в одном из обрушившихся небоскребов тоже можно увидеть плакаты с фотографиями собак. Но на этот раз они гораздо грустнее. На них объявления о пропаже питомцев. Есть и объявления о пропаже людей на пакетах с молоком. Тоже грустно. Но один из самых важных и печальных выводов, которые можно сделать из изучения записей внутри игры, это то, что планета столкнулась с проблемами перенаселения, нехватки ресурсов, а также с энергетическим кризисом. Именно это и заставило человечество осваивать новые космические горизонты и колонизировать Марс и его спутники. ОАК и Марс. Из артбуков по игре можно узнать, что помимо колоний на Марсе существуют также другие форпосты в пределах Солнечной системы, вплоть до спутников Юпитера, Нептуна и Венеры. И там всегда есть работа. Грузоперевозки между ними сопровождаются классической проблемой пиратства. Однако в этом случае речь идет о космическом пиратстве. Межпланетарные поставщики пользуются услугами наемников, чтобы защитить свои торговые пути. Одни из противников палача Рока – бойцы со щитами. При жизни как раз работали в охране космических колоний. Вообще, в мире Doom глобальные корпорации играют ключевую роль. Крупнейшая из них, и может быть единственная, но об этом позже, Union Aerospace Corporation, или сокращенно UAC, которую мы в тексте называли и будем называть ОАК. Это официальный и дословный перевод. Объединенная аэрокосмическая корпорация. Поняли? Внутри игры мы увидим упоминания о ней буквально повсюду. Мало того, что львиная доля событий разворачивается на ее базах и колониях, так еще и практически все продвинутые технологии, которые мы встречаем в игре, это ее разработки. Тут тебе и энергетическое оружие, и порталы, и кибернетика, и, конечно, космические колонии. Даже клавиатуры офисных компьютеров, которые мы уже видели ранее, имеют на себе треугольный логотип ОАК. В этом месте, где обычно располагается клавиша с логотипом Windows. Похоже, ОАК поглотила Microsoft. Иронично, что в реальном мире как раз Microsoft поглотила разработчиков Doom. Выглядит так, что ОАК не только монополизировала космический рынок, но и проникла во все сферы повседневной жизни землян. Так, например, в первом уровне Doom Eternal можно увидеть голограммы ОАК в остатках офисных зданий. С задорным голосом они призывают население быть гостеприимными по отношению к гостям из другого измерения. Ваши страдания вдохновляют нас каждый день. Справедливости ради, эти голограммы — это, судя по всему, сообщения от культистского крыла ОАК. После событий Doom 2016 они захватили власть внутри компании и даже помогли демонам напасть на Землю. Нам нужен ваш разум, ваше тело и ваша бессмертная душа. И одежда, и мотоцикл. Вам было когда-нибудь интересно, есть ли жизнь после смерти? Вступайте в корпорацию и узнайте это прямо сейчас. Но и до начала демонического нашествия корпоративная культура внутри ОАК точно так же была пропитана цинизмом. В записях кодекса Doom 2016 можно увидеть обращение к персоналу, призывающее сделать корпоративные татуировки в виде пентаграммы. Последователи-новички могут получить командную татуировку, демонстрирующую преданность науке. Командная татуировка – символ вашей упорной работы в ОАК. Пожалуйста, обратитесь к технику третьей ступени по перспективному вооружению, чтобы заполнить заявку на получение пентаграммы. Техника безопасности тоже на высоте, вернее, искусство ее имитировать. Количество несчастных случаев со смертельным исходом на литейной фабрике значительно упало после введения в 2146 году новых стандартов безопасности ОАК. По этим стандартам все вступающие в контакт с опасными материалами сотрудники немедленно отправляются
отправляются в лабораторию для очистки, переподготовки и, если это возможно, реинтеграции. В результате число официально зарегистрированных смертей снизилось до пренебрежимо малого значения. Официально зарегистрированных смертей поменьше, а значит и на душе спокойнее, и в отчетах все красивее. Правда? Кстати, насчет души. Сотрудникам разрешают отдать свою душу ради карьеры. Буквально. ОАК – пространство возможностей. А под реинтеграцией, если что, подразумевается превращение в зомби или скелетов-ревенантов. Чего добру-то пропадать, если можно пустить тела на эксперименты? Добровольно в ревенанты тоже можно податься. На базе можно услышать приглашение в программу, которая поможет преодолеть ограничения своей смертности. Инструкции насчет встречи с демонами тоже очень интересные. Если путей для отступления нет и вы уже отключили свои приборы, сдавайтесь демону добровольно. Исследования показывают, что убегающая жертва приводит хищников в ярость. Это может привести к тому, что ваше тело будет слишком изуродовано и непригодно для посмертного вскрытия. Встаньте на колени, закройте глаза и ждите. Помните, ваша смерть может принести столько же пользы, сколько и жизнь. Но не все сотрудники внимательно читают рабочие гайды, иначе как объяснить так много разорванных в клочья бедолаг после вторжения демонов? Ай-яй-яй-яй, плохо. После такого нужно писать объяснительную в 3 экземплярах. И это почти не шутка. Объяснительные по любому поводу в ОАК буквально требуют. Стоит упомянуть также и про условия работы. Фраза «корпоративный ад» приобретает новый смысл. На 7-й день Бог отдыхал. Но представьте, как бы мы продвинулись, работая он и тогда. ОАК предана идеям совершенства. Поэтому мы ввели 7-дневную рабочую неделю. А кто, кстати, работает 7-дневку? Карьерных вариантов прорва. Можете чистить энергофильтры, составлять смеси плазматических фракций, смазывать гермозатворы. В марсианском комплексе всегда нужны лишние руки на добыче и переработке плазмы, стабилизации изотопов, добыче тяжелых металлов и руды и так далее. Есть даже корпоративный Волхв, и он тоже работает 7/0. После работы рудокоп может поучаствовать в дополнительных активностях, помочь испытать новый препарат или новые техники допроса. Участие добровольное, добровольность безоговорочно обязательная. То есть, если вы еще не поняли, мир Doom даже до демонов был антиутопией. Если точнее, то корпоративной антиутопией, прямо как Borderlands или The Outer Worlds. Еще ОАК снабжала своих сотрудников самыми передовыми технологиями. Помимо оружия для боевого персонала, работягам предоставляли дронов-доставщиков, прыжковые ботинки и специальные грузовые перчатки. Всем этим палач Рока успешно пользуется в игре. Но не все инструменты фантастически эволюционировали. Обыкновенные молотки, разводные ключи и дрели все еще в ходу. У дрели, к слову, спереди есть предупреждение «It will hurt the whole time you're dying», то есть «будет больно, пока не сдохнешь». Такой вот корпоративный юмор. Работягам, наверное, становилось еще смешнее, когда они замечали, что в половине рабочих пространств на всякий случай висели настенные дефибрилляторы, блять. Конечно, когда всякий случай настал, не особо это помогло. А еще телефонами на рабочем месте на Марсе пользоваться было нельзя, как и курить, в том числе и в туалетах. Из этих же маленьких табличек можно понять, что смартфоны во времена Doom людьми все еще использовались, а курение не победили и в 22 веке. Технологии. О технологиях ОАК стоит поговорить отдельно. Головной офис корпорации находится на Марсе, и именно там происходят ее основные исследования в области телепортации и альтернативных источников энергии. Исследовательские центры есть также и на спутниках Марса, Фобосе и Деймосе. А еще в Doom Eternal есть постер, предлагающий перевестись на лунную базу Титан, то есть на одноименный спутник Сатурна. В первых частях Doom также упоминалась таинственная планета Тейтенга. Изначально предполагалось, что на ней будет происходить действие 1 и 3 эпизода классического Doom, но в итоге от этой идеи отказались. Тем не менее, в игре остались упоминания об этой планете, и надписи Тейтенга можно увидеть на текстурах экранов.
На момент вторжения демонов человечество уже достаточно продвинулось в аэрокосмических технологиях и освоило ближайший космос. И, вероятно, следующей после Луны колонизирована оказалась ближайшая планета внутри Солнечной системы – Марс. Усилиями ОАК в считанные десятилетия удалось терраформировать планету, установить азотно-кислородные станции и сделать атмосферу пригодной для дыхания. Четвертая планета от Солнца очень быстро стала объектом не только технологических амбиций, но и культуры. На улицах разрушенных городов Doom Eternal можно видеть плакаты космическому вестерну «Марс Уолкер». Рекламируют даже на урнах. В спонсорах к выходящему фильму вездесущая ОАК, а в титрах анаграммой зашифрованы имена разработчиков, если конкретно разных концепт-художников. Откуда я это знаю? Один из авторов игры сам заметил это и кинул пост на Reddit. И еще вот вам факт. Марс Волкер — это экранизация. Роман-первоисточник можно найти в Doom 2016. Да, судя по всему, в 22 веке люди все еще читают бумажные книги. Но вернемся к науке. Важным направлением исследований в ОАК были технологии телепортации. В оригинальном Doom, который 1993-го, именно система телепортеров между базами на Фобосе и Деймосе дала сбой, в результате которого открылся портал в ад. Однако внутри новых частей Doom нет ничего указывающего на то, что телепортация вошла в жизнь людей на бытовом уровне. Судя по всему, эти технологии ограниченно применялись только на базах ОАК. Упоминание лаборатории телепортации в Doom 2016 найти можно. Другое свидетельство того, что обычные жители Земли не пользовались телепортацией, это наличие в остатках городов привычного нам транспорта. Машин, автобусов, поездов и так далее. В одном из уровней Doom Eternal также можно увидеть застрявший внутри здания самолет. На нем виден логотип UACF, по всей видимости, подразделение ОАК, занимающегося авиаперевозками. Что интересно, несмотря на то, что действие игры происходит в середине 22 века, дизайн транспорта практически не изменился. Каркасы автомобилей и поездов выглядят так, будто бы могли ездить по городам и в наши дни. Скорее всего, это недоработка дизайнеров. В Doom Eternal в целом проработка окружения в разы примитивнее, чем в Doom 2016. Это я говорю как человек, который несколько дней только и делал, что фиксировал и анализировал каждую мелочь в дизайне локаций. В Eternal этих мелочей откровенно меньше. И то, что облик автомобилей никак не изменен, например, под Аргент-энергию, это печально. Хотя крышку бензобака разглядеть сложно. Может быть, ее и нет. Другое смежное с телепортацией направление исследований в ОАК — это открытие порталов в другие измерения, в том числе и в ад, разумеется. Но это держится от публики в строжайшем секрете. Даже внутри корпорации не все сотрудники в курсе, с какими силами заигрывает начальство. Если побродить по интерьерам базы в Doom 2016 и почитать записи в кодексе, то можно увидеть еще много интересного. Например, медицинские станции, которые вводят пациенту в кровь заживляющий химический коктейль из наноботов, восстанавливающих пораженные клетки. Технология удивительная, но не без багов. После использования может закружиться голова. Если закружится, просто используйте станцию еще раз. Вас вылечит. Не вылечило? Используйте еще раз. И еще. И да, это официальная инструкция. Благодаря неким генераторам Грессона ОАК, похоже, научились контролировать гравитацию. На одном из экранов марсианской базы пишут, что благодаря этим генераторам удалось установить уровень гравитации, составляющий 90% от земного. Интересно, что голограммы уже считаются старинной технологией, изобретенной в начале 21 века. Свет проецируется на ионизированное облако аргона, благодаря чему создается эффект объемного изображения с высоким уровнем детализации. ОАК занималась также и разработками в области искусственного интеллекта. Их база на Марсе управлялась при помощи огромного суперкомпьютера, во главе которого стоял автономный искусственный интеллект под названием Вега. Впоследствии он стал помогать палачу Рока. Мы не знаем, насколько распространен был искусственный интеллект в мире игры до начала демонического вторжения и пользовались ли жители Земли ChatGPT так же часто, как мы им пользуемся сегодня. Однако, само понятие «искусственный интеллект» явно было известно широкой публике. В частности, Вегу студенты MIT проверяли тестами
тестом Тьюринга. Параллельно и ему, и некоему профессору математики задавали набор вопросов, чтобы определить, является ли кто-то из их собеседников компьютером. По результатам теста 92% студентов были уверены, что оба респондента являлись людьми. Как оказалось, роль профессора математики также сыграл Вега. А в дополнение Ancient Gods к Doom Eternal раскрылось истинное происхождение Веги, о котором мы не будем здесь рассказывать во избежание спойлеров. Да и не так это важно для этого ролика. Скажем только, что человечество вряд ли смогло бы сотворить еще одного Вегу. Как бы сильно ни был развит искусственный интеллект на Земле, не все достижения в этой области – это заслуги человеческих технологий. Дальше немного немирной жизни, но эту область науки нельзя не упомянуть. Человечество сильно продвинулось в разработке вооружения. Помимо огнестрельных пистолетов, автоматов и дробовиков, на вооружении у сил ОАК были энергетические пушки вроде плазменных винтовок и знаменитый BFG-9000, уничтожающий все живое на своем пути. Эта же технология использовалась при строительстве планетарной пушки BFG-10000, из которой в Doom Eternal палач Рока пробил огромную дыру в Марсе. Также, исследуя руины городов в Doom Eternal, можно увидеть остатки огромных человекоподобных мехов размером с многоэтажный дом, и мехов или роботов поменьше. Ими защитники Земли пытались отбиться от полчищ ада и не менее огромных демонов-титанов. Как видно из игры, пытались безуспешно. Судя по некоторым игровым персонажам, человечество также совершило прорыв и в области кибернетики. Сэмюэль Хайден, один из лидеров ОАК, смог перенести свой разум в тело 3-метрового робота. Причина – обнаруженный рак мозга в терминальной стадии. Ученый таким образом смог не только избежать скорой кончины, но и фактически достичь бессмертия. Помимо Хайдена есть и другие роботы, правда без человеческого интеллекта. На марсианской базе ОАК висит реклама личного робота-помощника серии R. Может быть, серия не первая, и роботы-помощники на Земле были в порядке вещей. Менее кардинально, но все-таки прибегала к робопротезированию и Оливия Пирс, протеже Хайдена и один из главных ученых ОАК. И Хайден, и Пирс в свое время входили в глобальный научный совет, а Сэмюэл даже возглавлял его. Из-за побочных эффектов проводимых ей исследований Оливия Пирс оказалась прикована к инвалидному креслу. Но она не готова была с этим мириться. Ей вживили в тело титановый экзоскелет, благодаря которому она снова смогла ходить. К сожалению, он постоянно причиняет ей невыносимую боль, но ученая принципиально не принимает обезболивающие, чтобы всегда оставаться в ясном уме. Видимо, именно ясный от боли ум и надоумил ее заключить сделку с адом и помочь демонам напасть на человечество. Впрочем, это уже совсем другая история. Хайден переманил Пирс из конкурирующей с ОАК корпорации Nanostruct Aerospace и Defense System. Поначалу она не хотела заниматься энергетическими разработками, но после того, как увидела некий артефакт, обнаруженный на Марсе рядом с адским разломом, она резко поменяла свою позицию и в течение нескольких недель переметнулась в ОАК. Аргент Энергия. И вот мы добрались до основного направления работы ОАК и источника как многих благ, так и адского количества бед. До поиска альтернативных источников энергии. На этом поприще корпорация совершила настоящий прорыв, и что потом только не прорвалось. В 2095 году, во время изучения марсианской поверхности, ОАК обнаружила источник таинственной аргент энергии. Исследовательский бот искал, как и мы в нашем 2025-м, источник жидкой воды на Марсе, но вместо этого наткнулся, а вот это у нас пока не случилось, на странный разлом, из которого исходило вещество, похожее на облако наэлектризованного газа. Изучив квантовый состав газа, ученые быстро поняли, что столкнулись с чем-то доселе невиданным. Эта аргент-плазма не укладывалась ни в одну из общепринятых теорий физики. Даже после выстрела из промышленного лазера мощностью в 2 мегакельвина эта субстанция не поморщилась, с легкостью поглотила тепловую энергию и осталась стабильной. 2 мегакельвина – это примерно 1700 градусов Цельсия. В течение последующих нескольких десятилетий ОАК направила все ресурсы на строительство комплекса вокруг обнаруженного ими аргент-разлома и организации добычи аргент-энергии. Строительство марсианской базы завершили в 2127 году, через 32 года после первого обнаружения аргент-энергии. На момент событий Doom 2016
2016 на марсианской базе ОАК работало порядка 100 тысяч сотрудников. Тяжело привести аналогию из реальной истории, так как человечество пока что ничего не построило на Марсе. Но для сравнения можно посмотреть на Тролл-А, норвежскую передвижную платформу для добычи природного газа. Ее высота 472 метра, а вес более 1 миллиона тонн, что делает ее самым большим передвижным объектом, созданным человеком. На ее строительство ушло 7 лет. На ней может работать до 200 сотрудников. Не 1000, просто 200. Вернемся на Марс. Благодаря своей высокой эффективности и безопасности в использовании, Аргент Энергия быстро решила кризис ресурсов на Земле, а он был в самом разгаре. Для сравнения, тот объем энергии, который ядерный реактор производил бы целый год, небольшой Аргент-аккумулятор может сгенерировать за считанные секунды. Находящаяся на Марсе Аргент-башня посылала пакеты с Аргент-энергией на Землю, используя ту же технологию, что лежит в основе гаусс-пушки. Выстрел с помощью магнитного ускорения. Далее, с помощью универсальной распределительной матрицы энергия перенаправлялась по всей планете. Кстати, про гаусс-пушку. На марсианской базе можно найти утвержденную форму то ли для производства боевой пушки Гаусса, то ли для поставок. Найти ее можно раньше, чем само оружие. Это одновременно и бюрократическая деталь лора, и намек игроку на будущий арсенал. Интересно, что до обнаружения Аргент-разлома на Марсе технология передачи энергии при помощи гаусс-ускорителя не обсуждалась даже на теоретическом уровне. Но с началом добычи Аргент-энергии ее развили и внедрили с невероятной скоростью. Из-за этого в научных кругах стали ходить слухи, что технологию, лежащую в основе Аргент-башни, позаимствовали у обнаруженных рядом с разломом внеземных артефактов. Человечеству больше не нужно было беспокоиться об истощении запасов нефти. Дешевая, безопасная и практически неисчерпаемая энергия появилась в каждом доме. В записях кодекса говорится о том, что к середине 22 века на Земле закончились также и запасы плутония и урана, ядерного топлива. Поэтому все вопросы о безопасности и этичности использования Аргент-энергии быстро улетучились. Одной небольшой батареей можно было питать целый городской квартал в течение нескольких месяцев. Как же добывалась Аргент-энергия? Ее получали путем нейтронного облучения обнаруженной на Марсе Аргент-плазмы. Ну, так, по крайней мере, звучала официальная версия. Правда же состояла в том, что эту энергию черпали прямиком из адского измерения, используя для этого портал между мирами. Отличная идея, которая, конечно же, не могла закончиться ничем плохим. Человечество плотно подсело на иглу Аргент-энергии и сдурело с этой прикормки. Так плотно, что общество сколлапсировало еще до того, как на Землю вторглись демоны. Если вы не помните, по сюжету Doom 2016 мы своими руками и ногами разбиваем важнейшие призмы и останавливаем работу Аргент-башни. О том, что это погрузило планету в хаос, прямым текстом говорится даже в кодексе Doom Eternal. И что еще заметил? Вот эти розетки смотрятся как-то чуждо, которые с 3 дырками. Это Аргент-розетки или просто фантастически украшенный Type-L? Такой используется в Италии, а Eternal как раз происходит где-то в Европе. Узнать не получилось, но есть о чем подумать. Другие корпорации. Помимо ОАК, во вселенной Doom существуют и другие корпорации. Не совсем понятно, насколько они конкурируют. Больше похоже на то, что каждая заняла свой сегмент рынка и работает в симбиозе с остальными. К тому же сложно конкурировать с ОАК, когда она продает энергию Земле и всем колониям Солнечной системы, и альтернативы просто не существует. У редактора, с которым я работал над этим сценарием, даже возникла осторожная гипотеза, что кроме ОАК никого больше и нет. Она абсолютный монополист 22 века. Все остальные компании дочерние по отношению к ней. Гипотеза строится на том, что у некоторых предметов окружения одновременно есть и логотип ОАК, и логотип другой компании. Например, транспортный бренд Mixom упоминает ОАК мелким шрифтом. Плюс рунные контейнеры для содержания демонов изготовлены не ОАК, а ведь странно допускать к производству настолько секретной продукции внешнего подрядчика. Но вполне может быть, что арт-команда просто не задумывалась о таких мелочах, либо это визуальный баг. Но дочки это или партнеры других компаний в мире Doom хватает. Например, и в артбуках, и в игре упоминается компания Mixom. С ней ОАК разработала первый в истории торговый маршрут между планетами. А со временем Mixom завоевала репутацию или просто
придумала слоган самого надежного в мире межпланетного поставщика. Внутри самой игры продукция Mixom встречается буквально повсюду. Их логотип можно увидеть на компьютерах, на вендинговых аппаратах, на сумках для инструментов, на роботах-пылесосах, на трубах, стенах, даже на мыле в лаборатории. И если играли, один продукт Mixom вам должен был особенно запомниться. Именно эта компания произвела бензопилу, которой палач Рока рубит демонов на патроны в Doom Eternal. Еще вы можете увидеть бренд Moxim, и в интернете даже есть дикая теория, что это компания-близнец и одновременно конкурент Mixom. Но правда скучнее. Это просто баг текстур или ошибка дизайнера окружения. В Doom 2016 и Eternal регулярно зеркалятся некоторые объекты и текст на них. Компьютерные терминалы от Mixom, которые можно повсеместно найти на марсианской базе, выглядят довольно интересно. По центру более-менее понятная клавиатура, но что у нее по бокам? Это похоже на продублированную клавиатуру, но со странным круговым расположением кнопок, и она как будто разделена. Одна половина под левую руку, а другая под правую. Неужели так удобно печатать? И последний продукт Mixom, который отдельно хочется упомянуть – вендинговые автоматы. На Марсе ты не только если отдал душу на жатву, а тело на переработку в Ревенанта, но и по старинке, когда голоден. И хоть в ОАК ужасные условия труда, сотрудников она все-таки кормит. В Doom 2016 можно рассмотреть, чем питаются сотрудники базы на Марсе. Не самая высокая кухня, если честно. А еще она совсем не изменилась с наших дней. Гамбургеры, пицца, да, где-то на Марсе есть пиццерия, хот-доги, жареная курица в панировке. Также разбросанными по базе валяются коробки от другого фастфуда. Например, лапши быстрого приготовления под названием Допчан. В столовой тоже кормят, по крайней мере, поднос оттуда с чем-то съедобным, но не аппетитным в игре есть. Сама ОАК, похоже, монополизировала поставки воды на Марсе. На этом плакате написано, что они — это единственный источник питьевой воды на планете. Здорово, когда единственная компания на планете напоминает сотрудникам, которым некуда деться, что воду им не поставит никто, кроме нее. В уровнях Doom Eternal, проходящих на Земле, можно увидеть другие снеки. Недалеко от штаба апокалиптического комитета есть магазинчик перекусов. Там продают острые карамельки Hellfire со вкусом корицы и виски, соленые орешки Dope Nuts, мармеладки King Candies с командором Кином, героем другой игры id Software, авторов Doom, на обложке, а также конфетки Lil Beats и крекеры Glutens. Их, кстати, выпускает уже упомянутая Mixom. Из необычного конфетки Ока Суши со вкусом суши, а еще ассортимент местных лейс, лейнс, в том числе со вкусом такаяки, это такой японский стритфуд, и печеньки снорейс, которые можно вольно перевести как захрапин, потому что у них буквально усыпляющий эффект. Есть в игре также и вино марки Мародер. Его можно найти как минимум в одном ресторане и в ночном клубе. Судя по названию и по демонической печати на обложке этой бутылки Каберне Савиньон, игра будто бы делает отсылку к самой себе. Мародеры — это одни из самых мощных типов врагов в Doom Eternal. Если подытожить, хоть на Земле и около нее и корпоративная антиутопия, заесть стресс от 7-дневной рабочей недели, что от вторжения демонов есть чем. И не ешьте всухомятку. Бахните вместе с чипсами чашечку кофе из кофеварки от Mixom. Лучик света в кровавом месиве. И, конечно, есть в Doom не только ОАК и Mixom. Брендов куда больше. Например, много встречается продукции от IO Logistics Manufacture. Судя по всему, она, как и Mixom, поставляет на базу ОАК все подряд. С их логотипом есть и шкафчики, и канистры. Отдельно можно выделить медицинское оборудование, хирургические пилы, многофункциональные медстолы и стоящие рядом манипуляторы. Еще можно встретить продукты Vorus Technologies. В основном это поставщик оборудования, замков с распознаванием сетчатки глаза, экранов. И в игре подробностей о ней мало, но их хватает, чтобы понять значимость. Titan of Planet Construction — именно эта компания строит колонии по всему космосу. В том числе и комплекс ОАК на Марсе, может и не целиком, но частично точно ее рук дело.
Что характерно, имена всех этих компаний можно увидеть не только на марсианской базе. В уровнях Doom Eternal, проходящих на Земле, полно рекламных щитов и вывесок с их логотипами. Mixom, похоже, помимо всего прочего, занимается еще и перевозками и финансовыми услугами. Payment required. Я в этом ролике сосредоточился именно на мирной жизни землян, на Земле и в окрестностях. Но есть в мире Doom и другие расы, и даже другие люди. Например, в недавно вышедшей Doom Dark Ages, которую мы здесь не спойлерим и не обсуждаем, вы больше узнаете об Аргент Денуре, другом человеческом мире, который тоже пытался спасти от демонов палач Рока. Там у них научно-фантастическое средневековье. Впрочем, это уже совсем другая история. Человечество же земное погубила жадность мегакорпораций, в частности корпорации ОАК. В погоне за прибылью она позабыла и подзабила на безопасность, а гордыня заменила ей здравый смысл. Думая, что ведет человечество в новую эру, она привела его в апокалипсис. Но, к счастью землян, нашелся герой, которому удалось отразить демоническое нашествие и спасти остатки цивилизации от полного уничтожения. И уже после прохождения Doom Eternal на одном из загрузочных экранов можно узнать, что человечество помаленьку, потихоньку отстраивается. Это не может не радовать. А нас не может не радовать ваш лайк, комментарий, подписка, клик на колокольчик, вся эта ютубная рутина. Мы честно мониторим движение каждой циферки под роликом. Нам это очень важно. На этом у нас все. С вами был канал FunPay. Адски спасибо вам за просмотр и чертовски ждем вас в других роликах. До встречи!